Мы берем бренди или коньяк и... Стреляем по кастрюльке. Целишься, гильза проходит у тебя через рот. Зачем вы эти сошки придурочные сделали? Вы что, французы, совсем ебаные? Президент Макрон тут недавно заявил, что французская армия самая эффективная. Жаль, что он забыл, возможно, упомянуть, что его жена — это биологически... Ну, возможно, он имел в виду, конечно же, выдающийся боевой опыт Франции во второй половине 20 века от позорного поражения в Индокитае и утраты колоний в Африке до эпичного бегства из Алжира, где французы, в общем-то, не столько воевали, сколько паковали чемоданы. Разумеется, не забываем о миротворческих миссиях, в которых Франция эффективно осуждала насилие и демонстрировала хорошие манеры. Однако, знаете, если французы действительно не могут похвастаться передовым оружием, то в кулинарии они по-прежнему на высшем уровне. В отличие от своих винтовок, которые с середины 20 века редко становились эталоном и задавали мировые стандарты, французская кухня остается эталонной и считается фундаментом мировой гастрономии. Поэтому сегодня две вещи. Мы приготовим стейк au poivre. Это культовое блюдо французских бистро, сохранившее свою популярность в 70-е годы. Как раз с той эпохи, когда французы пытались создать действительно эталонную винтовку и подарили миру ФАМАС, про который мы сегодня тоже расскажем и постреляем. Спойлер, со стейком получилось лучше. Но прежде чем мы разожжем костер и разогреем сковородочку, давайте углубимся в историю французской кухни 70-х годов и узнаем, что тогда ели как простые французы, так и солдаты, вооруженные свежесозданным ФАМАС. Итак, 60-е годы, начало 70-х. Мир стремительно меняется, погрязает, можно сказать, в конфликтах, технологический прогресс, международные военные конфликты, студенческие бунты, хиппи, а во Франции еще и, плюсом ко всему, кулинарная революция. Именно в это время Франция переходит от жирной традиционной кухни к тому, что сегодня называют nouvelle cuisine, то есть новая кухня. Что это значит? В 70-е годы французские повара начали экспериментировать с подачей и уменьшать размеры порций. Начали использовать свежие, а не тушеные или консервированные ингредиенты и делать блюда легче. Это был разрыв шаблона, по факту, в то время как французская армия все еще пыталась классическим пайком. В бистро Парижа начали подавать стейки не просто с горой картошки, а с изящными соусами, салатом и овощами аль денте. Чем же питались солдаты, когда делали этот ФАМАС? Французская армия 70-х годов еще не знала, что через пару десятилетий ее бойцы будут вынуждены отказаться от ФАМАС в пользу немецкого Heckler & Koch 416. Но вот в еде французы были верны себе. Даже стандартный военный рацион был чуть вкуснее и разнообразнее, чем у большинства армий того времени. Главный продукт — это мясные консервы relais and pâté, типа того. Паштеты, короче, и тушенка. Обязательный багет или крекеры галетс, которые заменяли хлеб, чтобы он не портился в походных условиях. Шоколад, естественно, и кофе – это культовая французская традиция. В каждом рационе обязательно был качественный кофе, а не просто пакетик растворимого порошка. Le Gabro. Вин руж сек. Иногда выдавали даже бутылку вина, но к 70-м годам эта традиция постепенно уходила. Пьяный француз в окопах 20 века – так себе приключения. Супы в пакетах и простые макаронные блюда с сыром. Вот что скажу. Французы знают толк в еде, и этот стейк с перцем – идеальный тому пример. Но как только они берутся за оружие, что-то вечно идет не так. Вот, например, ФАМАС. Винтовка, которая задумалась как шедевр, но в итоге стала дорогим и проблемным оружием. А знаете почему? Все потому, что изначально французы не придумали совместимость. Они сделали свой патрон, свой магазин, свою систему, а потом внезапно поняли, что у всех союзников стандарты другие. И вот здесь есть очень важный урок. Если заранее не проверить, во что ты ввязываешься, можно сильно переплатить.
Особенно, когда речь идет о деньгах. Допустим, пришло время техобслуживания. Все делают одно и то же, проверяют двигатель, масло, ходовую. Но цены почему-то могут отличаться на 10, предположим, тысяч рублей за одну и ту же работу. Тогда в дело вступает Автоспот. Здесь я вижу сразу же цену НТО, выбираю лучший вариантик, 2 клика и скидка уже за мной. Официальные дилеры, проверенные сервисы, все с гарантией, как раз то, что нужно, чтобы не влететь на лишние бабосы. Вот так и должно быть. Просто, надежно и с гарантированным результатом. Поэтому, если у вас подходит время ТО, не тяните, заходите на Автоспот по ссылочке в описании. Проверяйте цены и фиксируйте скидку. А мы возвращаемся к главному вопросу, почему же французы все-таки отказались от ФАМАС. ФАМАС задумался как футуристичное оружие, но по факту оказался спорным. Дабл-пап-компоновка, вроде как типа удобно, но сегодня вы увидите, почему это неудобно, потому что гильзы будут лететь буквально мне в лицо. Зачем вы? Вы спросите, как связано оружие с приготовлением стейка, и я скажу. Допустим, вы хороший повар французский, у вас даже мышонок рататуй где-то ворует сыр, и в этот момент голодный солдат, сбежавший дезертир, заходит в вашу святая святых и начинает палить почем зря. Так вот, почем зря он будет палить, если, допустим, у него, точнее у нее, у пули 5,56 на пути встретится половник. У него, видите, такой изгиб, возможно, это как-то повлияет. А если будет ряд ложек лежать, например, спасет это жизнь нашему человеку, который пытается доготовить вовремя стейк. А если у вас будет вот такая бочка сыра, очень твердого, возможно, это остановит 5,56. Или одна тыковка керамическая, или много керамических вот таких тыков. Главный вопрос, который меня волнует. Пуля 5,56 вроде как нестабильно себя ведет после соприкосновения с любым препятствием. Некоторые говорят, что даже обычная гипсокартонная стенка способна его траекторию изменить. Так вот, изменит ли он траекторию или вообще попросту остановится, если здесь будет не просто вода, а кипящая вода или кипящее масло? Сегодня все это мы проверим. Пойду гляну, как там стейк. У меня сегодня два вида стейков. Это томагавк на кости или антрикот. Это у меня стриплоин. Первое, что мы делаем, это берем салфетки и убираем лишнюю влагу. Почему это важно? Потому что если у вас будет много влаги, то такой хорошей корочки у нас зажаристой золотистой не получится. Следующим шагом мы перчим. Берем несколько перцев. У меня тут разные перцы. Это черный, зеленый, белый и розовый. Это перец. Берем несколько таких зернышек и начинаем в ступке размалывать. Сильно мелко перец молоть не нужно, потому что он такой трухой не был, он должен оставаться такой хорошими фракциями, как осколки от рубашки ФАМАС. Я все делаю руками, не ложкой, потому что у нас тут все нормально с санитарией. И угощать французов не придется. Хорошенечко это делаем так, обильно переворачиваем и делаем то же самое. Дальше нам нужно немножко вдавить перец. Именно немножко, не сильно. Как вам нравится такой кулинарно-калиберный переполох? Дальше соль. Мы ее столчем, но солить будем в конце, чтобы она буквально растаяла на мясе. У меня сегодня гималайская розовая соль. Важно, чтобы она была крупной, ни в коем случае не пищевая, как-то, вы знаете, это мелкая. Почему я говорю про соль в таком ключе? Потому что пересолить блюдо очень легко. А так мясо возьмет столько соли, сколько ему нужно. Дальше мы берем тарелочку. Нам понадобится наш хорошо поперченный стейк, чеснок, розмарин и кусочек масла. И кладем его в тарелку. И дальше переходим туда, куда мы должны перейти. Снимаем с открытого огня немножечко. Естественно, вы когда готовите стейк в домашних условиях, у вас температура, все понятно. Здесь у нас природный огонь, поэтому нужно смотреть за состоянием стейка постоянно. И кладем масло. Пошел процесс. Обжариваем до золотистой корочки.
с двух сторон. Смотрим на готовность корочки. Вот она у нас такая уже золотистая, хорошая. Дальше нам понадобится еще кусок масла. Нам понадобится чеснок. Чеснок я использую обычный. Чуть-чуть мы его отодвинем. Кидаем розмарин. И дальше смотрите, что мы делаем. Мы чуть-чуть наклоняем сковородочку. И чтобы у нас стейк внутри проготовился, мы поливаем его вот так хорошенечко, вкусненько. Поливаем. Немного так держим, потом переворачиваем и делаем то же самое. Разбирается винтовка очень просто на первый взгляд. То есть тебе нужно выдавить пальцем немножечко штифт вот этот, достаешь его и начинаешь снимать уже заднюю часть. Сейчас я этим заниматься не буду. Я думаю, если вы захотите, можете обзоры посмотреть. Я считаю, что эта винтовка не очень практичная, потому что если сюда будет забиваться грязь или еще что-то, она быстро придет в негодность. В конце концов, она может загореть. И видите, это ведь просто пластик. Наверное, удобно, что у него есть подобие планки Пикатини, и сюда, наверное, можно было бы что-нибудь воткнуть, если бы не одно «но». Вот здесь в передней части, видите, стоит крепление ствола, которое позволяет или не позволяет ничего сюда засунуть. Ну что ж, я предлагаю начать с половника. Весна. Информативно. Знаете, первая проблема. Я не могу так подлезть. То есть, вот видите, у меня прицел диоптрический. Даже если я без наушников, как мне нужно целиться? Вот так, что ли? Я хз. Может быть, вот так тогда? Очень неудобно, честно скажу вам. Абсолютно. И самая большая проблема, видите? Сошка какого-то черта залазит вот сюда. То есть там, где должна вылетать гильза, здесь будет сошка. И эта гильза может ударить вам просто в лицо. Да, собственно, так и будет, скорее всего, сейчас. Ладно, в кулинарном шоу Гордоном Рамзи или еще что-то здесь, конечно, не пахнет. Разъяренный, даже очень разъяренный повар не мог бы остановить половником. Но что если это несколько ложек подряд? 16 ложек способны остановить разъяренного дезертира или нет? Давайте глянем. Да, это вообще невозможно. Какой-то пиздец. Как стрелять? Самое время прожарочку посмотреть, но прежде давайте взглянем, что случилось. Смотрите, сколько ложек способны остановить разъяренного дезертира. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, пуля спаяла ложки. Смотри, сейчас мы увидим. 10 ложек способны остановить пулю. Стальной сердечник, как видите. Окей, время глянуть как-то моя еда. Сегодня у нас на сковородке будет а-ля гриль. Это будет классический гарнир, включающий в себя картофель, томаты черри, спаржу и лук шалот. Резать вы можете как угодно, кто-то кубиками, кому угодно, кому-то вообще, может быть, рельсы, шпалы. Я буду делать это по-деревенски. Как видите, я просто картошечку очень хорошо помыл. И тут приходит на ум, наверное, вам это. Юлия Высоцкая. Дальше. Спаржу мы фактически не трогаем, жопки отрезаем. Томаты. Парочку мы разрежем, остальное кинем так. Лук шалот. Чем характерен лук и более утонченный вкус у него. То есть он более ароматно раскроется в нашем блюде сегодня.
Сливочное масло. Вкидываем лучок. Солим, кстати, всегда в конце. Делаем колодец для помидорчиков. Сначала нарезанные, а потом всю гроздь так раз. Соль, перец. Немного пускай здесь постоит. Смешно. Чтобы получилась золотистая корочка, нашим овощам немножко нужно побыть в одиночестве. А нам пострелять. Основное неудобство помимо магазина в том, что гильзы вылетают прямо перед твоим лицом. И любое движение в попыхах в сошке могут перекрыть тебе затвор, могут помочь гильзе влететь тебе в лицо, например. Но, кажется, я нашел, как применить сошки. Самый хороший повод, смотрите. Я ложусь вот сюда. И здесь у меня горшочки керамические. Их тут 2, 4, 6, 8 штук. Возможно, это спасет жизнь нашему волнующемуся перед критикой повару. Ни черта не видно. Можем? Зачем вы эти сошки придурочные сделали? Вы что, французы, совсем? Если ты щекой вот сюда и собираешься стрелять по пулеметному или по снайперскому, и если ты будешь стоять очередью, то вместо зубов у тебя будут гильзы. Ладно. Я не знаю, как там насчет Олимпийских игр, но эту дисциплину я бы туда не включал. Не дай бог ЛГБТшники пристрелятся нахрен. Они же любят прижиматься к разного рода предметам. Так, посмотрим. Что это было? Ну, короче, с этой винтовки я не знаю вообще, куда можно попадать, потому что, смотрите, еще раз показываю, чтобы не было как будто бы русских хейтит французов, да? Я не знаю, я понял, что французы любят брать за щеку гильзы, потому что если ты делаешь вот так, то есть вы понимаете, да? Еще раз показываю. Если ты стоишь вот так, а по-другому ты не прицелишься, гильза проходит у тебя через рот. Только что мне гильза буквально не вставила пистон. Чтобы прицелиться, тебе нужно, я не знаю, как извратиться, потому что приклад-то не телескопический, он не отодвигается. То есть ты не можешь выбрать, какой тебе стороны, значит, прилечь так, чтобы тебе гильза в лицо не упала. То есть вот, все, у тебя либо нос, либо щека, либо рот, я не знаю что. Это какой-то реально заглотыш. Лягушатник заглотыш. Во-вторых, штифт вот этот вот крепится здесь крайне ненадежно. То есть, в принципе, вот эта вот задняя часть коробки может просто разобраться у тебя в руках. Следующее. Прицелиться, помимо того, что невозможно, ее кидает на этих сошках, они, ну, то есть, они такие расхлябанные, то есть, вот такие вот все. Смотрите, от команданта такое-то, стрельба аль денте. Что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы тебя не повредило до того, как противник с тобой лицом к лицу столкнется. Я беру вот так вот руку, держу, и вот так стреляю просто наугад. Возможно, я попаду. Ладно, нет так нет. Попробуем вот так. Тоже нет. Ну неужели?
Французы, наверное, такие смотрят в комментариях и думают: о, французская винтовка дала защику русскому. Но это плохо, так делать не надо. Я думаю, изобретатели этой винтовки такие: знаете, мы сделали очень плохую винтовку. Ну давай так, чтобы никто не поранился, сделаем так, чтобы я в магазин никуда больше не подходил. Я думаю, что такое, как бы, логика. То есть какой-то француз пытался спасти человечество, чтобы не напихали защику. Смотрите, 3 блюдца керамических остаются. А это значит, что... а даже 4, честно говоря. Кажется, 5. 5. 3 блюдца разбито. Опять стоят и дожидаются, пока в них разложат, видимо, стейк. Революция может быть только в кулинарии, потому что в остальном все очень плохо. И разбитые блюдца, мальчики плачут, а девочки смеются. Давайте посмотрим, что там со стейком. Внимание, секретный ингредиент – это перечный соус, который подается к французскому нашему сегодняшнему стейку. Мы берем бренди или коньяк и наливаем туда порядка 50 грамм. Ждем, пока он немножечко покипит. Поджигаем. А пахнет як 20% жирность – это сливки. Наливаем примерно 200 грамм. И закидываем сюда перчик. Я все делаю руками, не ложкой, потому что у нас тут все нормально с санитарией. И дальше мешаем. И немножко розмаринчика. Видите, он чем гуще становится, тем у него цветовой окрас меняется, и он превращается потихоньку в соус. В отличие от большинства армий НАТО, которые спокойно использовали М16, Heckler & Koch, G36, FN, FNC и другие стандартные винтовки под 5,56 на 45, французы умудрились создать уникальную проблему. И они про стейки. Они разработали ФАМАС, винтовку, которая изначально не была совместима с натовскими боеприпасами и требовала, естественно, собственных магазинов. Почему с обычными он не работал? Когда в 1978 году ФАМАС F1 поступил на вооружение, он не мог нормально работать с латунными патронами НАТО. Причина крылась в уникальной системе автоматики с рычажным замедлением затвора. Во всем мире штурмовые винтовки использовали газоотводную автоматику, М16, АК, G36, но французы решили пойти своим путем и выбрали рычажно запираемый свободный затвор, который мы в данный момент сейчас пытаемся разобрать, чтобы в другую сторону вылетали гильзы, типа она, возможно, под левшу, но, тем не менее, чтобы винтовка работала стабильно, требовались специальные стальные гильзы с лаковым покрытием, предотвращающим заедание. Короче, французы разработали собственные патроны 5,56 на 45 с стальными гильзами, которые нормально работали с ФАМАС. Но стоило лишь вставить стандартный натовский патрон с латунной гильзой, и начинались проблемы. Осечки, застревания, проблемы с экстракцией гильз в лицо. В итоге Франция оказалась в ловушке собственных патронов. Это канадские, кстати, патроны. И вот мы сегодня стреляем из них и мучаемся. Это кипяченое масло, то есть оно кипяток. А рядом стоит большая емкость, но здесь кипяток. Так влияет ли это на траекторию пули, если вы повар, который пытается приготовить стейк? Смотрите, в чем еще фишка. Вы можете... Да, это тоже, видимо, фишка. У него только что отломалось еще и... Ладно, окей. Пробуем. Просто прекрасно. Только что было двойное заряжание. Замечательно. Очень удобно. Я вам скажу. Одна гильза не вылетела, вторая уже залазит. Так, есть нюанс. Я пробил ее сквозь крышку. Надо
перестрелять. Это канадские патроны, которые вот так себя ведут в нашем незабываемом ФАМАСе. У него уже отвалилась ручка, пока я стрелял. Я не знаю, что может... Главное, чтобы моя рука не отвалилась, если честно. Стреляем по кастрюльке. Ау. Я, окажусь в масле. Входное отверстие, разгоряченная пуля летит в разгоряченное масло. Здесь происходит, видимо, гидроудар, и вот выходное отверстие. То есть эта кастрюлька точно не спасла бы. А что по поводу воды-то все-таки? Смотрите, еще какая проблема. У него затвор не доходит до конца. Его нужно постоянно поправлять. Это очень плохо. Прям очень плохо, реально. Теперь он не заряжается. Просто супер. Оружие будущее, я считаю. Будущего. Это я еще очередями не стрелял, господа. Честно, я думаю, что я бы и не рискнул этого делать. Одно дело, когда вы бьете по плоскому магазину, и другое, когда вы по углу херачите. То есть вы просто рукой такие: больно! Заряжаем. Видели, с каким трудом это произошло? Думаю, сейчас опять будет двойное заряжание, скорее всего. Ну да ладно. Работаем, братья. Смотри, как это происходит. ФАМАС, дружище. Клин клином, говорят, выбивают. О, зарядилась. Так, ну сейчас я точно попаду, должно быть. Французская винтовка ФАМАС. Знаете, это чудовищное орудие, из которого я вам не рекомендовал бы стрелять. Что произошло? Что произошло? Собственно, пробивается вниз, происходит, видимо, гидроудар, что ли, я не знаю. И траектория 5.56 меняется. Меняется вверх, видите, он улетает. То есть он не пролетает вперед, но улетает вверх. ФАМАС – это худшая винтовка, из которых я когда-либо стрелял. Между прочим, эта винтовка не 70-го года. Это винтовка 97-го года. Способна ли головка сыра спастись от французской винтовки во время кулинарной революции? Способна ли головка сыра? Не знаю. Не знаю, как она, но я вот не способен с этой винтовки стрелять точно. Поехали. Сырочек-то, оказывается, сильнее, чем винтовка. Во всяком случае, вот по ощущениям, как будто поменялась траектория пули. Опа. Да, смотрите-ка, если перед вами возник дезертир, который голоден и хочет во что-нибудь пострелять, предложите ему пострелять в сыр. Потому что если вы будете стоять за сыром, вас не убьет. Это интересно, да? Интересно, по-моему, тоже. Вот видите, тут все очень хорошо видно. Входное отверстие. И выходное, оно уходит вот сюда. Бам! То есть пробитие под 90 градусов не получилось. Повар ликует и идет жарить стейки с триплон. То, ради чего, возможно, вы смотрите этот выпуск. Выкладываем блюдо. Выкладываем гарнир.
Добро пожаловать на шоу «Кулинарно-калиберный переполох». И в конце мы все попробуем. Безупречно. Что по поводу мяса у нас получилось? Это получилось точно в стиле революции Франции, но точно не оружейный. Знаете, очень вкусно от того, что, во-первых, я это сам приготовил, во-вторых, я намучился с винтовкой, а в-третьих, овощи получились аль денте, как я хотел, и мясо, конечно, не идеально получилось, но, на мой взгляд, очень даже неплохо для первого раза. В конце концов, это первое шоу в таком формате. А вы напишите, если вам это нравится, и я обязательно приготовлю что-нибудь еще. Это очень вкусно.